Ну, к этому сезону мы подходили, ожидая очень большое количество работы, потому что у нас помимо замены на саппорте, что очень много меняет, у нас еще и появился дополнительный мидер, с которым нужно тоже проводить работу, и теперь каждому мидеру достается, соответственно, меньше скрин-тайма, и с каждым нужно работать более эффективно. Активно мы начали тренироваться после 20 января, в начальных числах 20 января. То есть у нас было очень много задач в плане того, что у нас поменялся суппорт, и это огромный пласт работы, который надо проделать, потому что, во-первых, это его синергия с АДшником, во-вторых, это его синергия с лесником, в-третьих, суппорт отвечает за очень большое количество макро-перемещений вообще по карте. Соответственно, с этой задачей мы уже практически, я считаю, справились. Есть куда расти еще, но вот эта основа, она уже заложена, и она при этом очень крепкая. Я считаю, что у нас сейчас ботлейн в целом, наверное, один из сильнейших в лиге, и к ним претензий вообще практически не может быть. Сейчас дальше мы уже собираемся работать в направлении мидеров, потому что мы скримы не можем играть с одним мидером и с другим постоянно. То есть, один скрим играет блок, допустим, один мидер, другой скрим блок, другой мидер. А суппорт у нас играет все игры абсолютно, поэтому мы не могли заняться сразу же, допустим, мидлейнерами. То есть, мне кажется, по таймингам, которых мы первоначально придерживались, успеваем. То есть, чтобы к концу сезона уже показать хорошую, добротную форму, то, к чему мы первоначально стремились. Подходя непосредственно к LCL, было очень много разговоров и в лиге, и вне лиги о том, насколько изменится сила команд в регионе от того, что Риоты очень сильно урезали заработные платы игрокам. То есть, возможно, ушло много очень хороших, талантливых игроков просто из-за того, что им не могли достаточно заплатить организации после таких действий Riot Games. Но это не совсем так. Относительно предыдущего сплита команды, я бы сказал, больше хороших команд появилось в лиге. Это, конечно, не сайд-эффект того, что сделали Риоты, но это просто факт того, что русские игроки на самом деле очень сильно подросли за последние пару лет. Если раньше на Хаила можно было встретить там, не на Хаила даже, а на среднем таком Мастерс топ АТС+, то сейчас можно встретить очень много русских игроков практически в каждой игре. То есть уровень лиги, уровень именно русских игроков повысился из-за того, что импортов очень трудно стало купить из-за нехватки денег. Скилл общей лиги не понизился, потому что есть все-таки русские игроки, которыми заменять этих хороших импортов. А что касается нашего перформанса на первых 2 неделях, я бы сказал, что, конечно, хотелось бы выиграть всех без шансов, закончить 2 недели 6-0, и, в принципе, это было бы очень приятно, но я ожидал то, что с такими изменениями и с тем, что мы тренировались не за 2 месяца, не за 3 месяца до сплита, а начинали за месяц, что будут, возможно, какие-то проблемы, которые мы не успеем решить. И эти проблемы выразились в паре поражений, но я не считаю это чем-то ненормальным. Первая игра против ЕПГ, которую мы на LCL конкретно проиграли, это вина где-то на 75% моя точно, потому что реализация драфта на красной стороне, она была, просто провальная, и там игроков сложно хоть за что-то винить. Да, там были, как обычно, ошибки, но если ты завозишь такой драфт, при котором несколько ошибок так сильно могут повлиять на результат матча, то, естественно, это ошибка по большей степени, которую совершил я. Я бы сказал, что наша подготовка, несмотря на, возможно, некоторые поражения первых 2 недель, она не сильно меняется, то есть мы корректируем путь своего развития, но эти коррективы, они не на 180 градусов ты разворачиваешься и начинаешь делать что-то другое. Просто ты понимаешь что-то, что нужно срочно пофиксить, чего ты не понимал до этого, и пытаешься это исправить как можно быстрее. То есть, но, в общем, мы движемся в том же направлении. По-особому сейчас подготовка не идет. То есть мы, возможно, отказались от каких-то вещей, которыми хотели бы играть, но нам просто по плейстайлу они не очень сильно подходят. Плюс с какой-то стороны я, возможно, переоценил противников, думая то, что для них это будут какие-то определенные сильные пики, и мы конкретно пытались подготовиться к этому, но они этим не играли в конечном итоге. Соответственно,
не надо сейчас смотреть там, на 7 команд, которые у тебя в лиге. В первую очередь надо заняться собой. Поэтому, я думаю, мы также и продолжим просто улучшать собственную игру, чем следить, как конкретно переиграть определенного противника.